Крупный пожар в Нижнем Новгороде. Лавров дал интервью Карлсону, а Хиджакову заменит нейросеть. Это «Воздух», новости на Ходорковский лайв. Прямо сейчас обзор главных событий к этому часу. В Нижнем Новгороде крупный пожар. Загорелось производственно-складское здание. Внутри находятся легковоспламеняющиеся материалы. Огонь охватил почти 8,5 тысяч квадратных метров. Площадь обрушения составила почти 3,5 тысячи квадратных метров. Это данные МЧС. О пострадавших не сообщалось. В ведомстве уточнили, к тушению привлекли более 100 спасателей и 35 единиц техники. Нижегородское предприятие, по данным местного портала, выпускает утеплитель термовойлок, напольное покрытие для транспорта. Продукцию компании закупают крупные заводы «ГАЗ» и «Красное Сормово». К другим происшествиям. В Петербурге пьяный мужчина устроил гонки с полицией. Об этом сообщили в местном управлении МВД. Инцидент случился накануне. Сотрудники ГИБДД попытались остановить автомобиль «Вольво», однако водитель проигнорировал требования. Уходя от погони, 44-летний нарушитель сбил полицейского, протаранил служебную машину и попытался скрыться во дворах. Силовикам пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить машину. Водитель выскочил из иномарки и пустился в бега. Гонщика задержали и доставили в отдел полиции. Как оказалось, он был пьян и не имел водительских прав. Сбитый сотрудник полиции получил травмы, его госпитализировали. Каждый четвертый выпускник Донецкого высшего общевойскового командного училища 2022 года погиб на войне. Это подсчеты издания «Важные истории». Из 74 курсантов, окончивших училище в тот год, 17 уже погибли на фронте, в основном в первый год боевых действий. Всего же известно о гибели 29 выпускников училища. Заведение создали в 2015-м, чтобы готовить офицеров для вооруженных сил так называемой ДНР. Выпускники участвовали в боях на востоке Украины, часто без должной подготовки. Призывников из Донбасса использовали как расходный материал, следует из публикации «Важных историй». Продолжая военную тему, не меньше 6 мэров украинских городов и глав общин находятся в российском плену. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский на правозащитной конференции. Зараз в російському полоні також щонайменше 6 мерів міст і голів громад. І вони серед тисяч українців, які ні в чому не винні, але роками в неволі. Ранее стало известно, что в российском плену погиб мэр украинского города Днепропрудное Запорожской области Евгений Матвеев. Об этом в среду сообщил глава областной администрации Иван Федоров. Он рассказал, что тело Евгения Матвеева вернули в Украину во время последнего обмена. Российские военные захватили Днепропрудное в первые дни полномасштабной войны. В середине марта 2022 года Евгению Матвееву сообщили, что солдаты задержали автобус с работниками железнодорожного комбината. Он выехал разбираться. Рабочих отпустили, а его самого забрали. Евгений Матвеев провел в плену 2 года и 8 месяцев. Путин назначил депутата Хинштейна губернатором Курской области, вернее, временно исполняющим обязанности губернатора. Пока. Тот, конечно, согласился. Надеюсь, что сумею выполнить поставленные задачи. Понимаю, насколько непростая сегодня ситуация в Курской области, но тем важнее реализация этих задач. Это наша земля, и, конечно же, мы должны сделать все для того, чтобы все жители Курской области полностью чувствовали, что они часть одной большой нашей страны. Логику назначения Хинштейна руководить частично захваченной ВСУ областью Путин объяснил тем, что целых 2 года в своей жизни депутат работал помощником Виктора Золотова, руководителя Росгвардии. При этом якобы российский президент уточнил, что сконцентрироваться надо будет на восстановлении пострадавших территорий и помощи людям. Но как раз для таких задач не особенно нужен человек, близкий к силовикам. Обычно Путин использует Росгвардию совсем для других целей, для разгона и прессинга протестующих, например. Впрочем, репутация Хинштейна в регионе прояснилась сразу. Новость о назначении пришла в четверг около 11 часов вечера по московскому времени, и тут же отреагировало главное курское телевидение «Правда» в своем телеграме. Там оказалось сообщение вот такого содержания. Автор называет Хинштейна чмом и добавляет еще один нелестный эпитет. Разумеется, в считанные минуты это сообщение исчезло.
Прошлый губернатор Курской области Алексей Смирнов руководил ей всего 205 дней. Он был назначен на пост 15 мая. Уже в августе область атаковали ВСУ, до сих пор удерживая под своим контролем часть территории. В своем телеграм-канале Смирнов попрощался с жителями Курской области. Я перехожу на новое место работы. Там, где мой опыт и умения будут наиболее полезны для страны. К новостям экономики. Путин снял обязательство платить за российский газ исключительно через «Газпромбанк». Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Теперь расчеты за газ можно проводить не только деньгами, но и взаимозачетом долгов. Экспортеры также получили право принимать оплату через рублевые счета от третьих лиц. Ранее иностранные покупатели были обязаны использовать «Газпромбанк» для оплаты энергоресурсов, но в ноябре 2024 года банк попал под санкции США. Глава российского МИДа Сергей Лавров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Начал с миролюбивых заявлений. Россия хотела бы иметь хорошие отношения со всеми, тем более с такой великой страной, как Америка. Но дальше все пошло по типичному сценарию. Ответ почти на любой вопрос о войне начинался с истории о 2014-м, о перевороте и захвате власти в Киеве, о том, как Россию потом много раз обманули с Минскими соглашениями. Также Лавров пожаловался, что ему не называют имен погибших в Буче, именно тех, кто лежал на земле на кадрах, сделанных западными журналистами после ухода российских войск. А потом вдруг пожаловался, что Германия до сих пор не показала анализы Навального после отравления. Также Лавров удивлен поведением американских и европейских чиновников, которые вообще не хотят с ним разговаривать. Знаете, когда я встречался на международных мероприятиях, то с одним или другим знакомым мне американцем. Да, некоторые из них здороваются, некоторые обмениваются парой слов, но я никогда не навязываюсь. Но за кулисами ничего не происходит. Это становится заразным, знаете, когда они видят. Когда кто-то видит, что американец разговаривает со мной или европеец разговаривает со мной, европейцы убегают, когда видят меня. Во время последней встречи G20 это было просто смешно. Взрослые люди, зрелые люди ведут себя как дети. Невероятно. Главное, что интересовало Карлсона, возможность начала ядерной войны. Он почти был возмущен, что у США нет каналов связи, по которым они говорили бы об этом с Россией напрямую. Лавров, в свою очередь, назвал ситуацию немного рискованной. Но вы знаете, профессионалы в области ядерного сдерживания очень хорошо понимают, что это очень опасная игра. И говорить об ограниченном обмене ядерными ударами значит напрашиваться на катастрофу, которую мы не хотим. Еще одной темой интервью стал Ближний Восток. Лавров обвинил США и их союзников в создании хаоса в Сирии, Афганистане, Ираке и Ливии. Тем временем боевики группировки Хаят Тахрир аш-Шам захватили сирийский город Хама, который до этого находился под контролем правительства Башара Асада на протяжении всей войны. Наступление началось 27 ноября, и боевики уже достигли Алеппо, продвигаясь к Дамаску. Россия, поддерживающая режим Асада, впервые с 2016 года нанесла удары по Алеппо и Идлибу. На фоне наступления боевиков российское командование эвакуировало военный флот из Сирии. Лию Ахеджакову заменят на дипфейк Елизаветы Боярской в новогоднем фильме «Ирония судьбы» или «С легким паром» из-за антивоенной позиции актрисы. С такой инициативой, по данным близкого к российским силовикам телеграм-канала «ШОТ», выступила представитель федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Елена Крайт. Причиной стало высказывание Ахеджаковой «Слава Украине» во время спектакля в Лос-Анджелесе. Ахеджакова сыграла роль подруги главной героини в культовом фильме, который ежегодно показывают 31 декабря на протяжении уже 30 лет. Что ж, это все новости, которые я собиралась вам рассказать к этому часу. Пожалуйста, не уходите от нас без лайка. Когда вы ставите лайк ролику, YouTube понимает, что это важное, интересное видео и показывает ему большему количеству зрителей. Подпишитесь на Ходорковский лайв, если еще нет, и комментируйте нас, пожалуйста. Мы читаем, нам важно ваше мнение. Скоро увидимся.